quieto. Daddy. Хотелось бы поговорить на сейчас о новом игровом формате второй беты, Mecha Break или демки, вернее все сразу, Extraction PvPvE режим с эвакуацией, Meshmak. Желаю сразу сделать пометку, что я ни в коей мере не фанат данного жанра, мой опыт в онлайне ограничивается PvP форматами и почти никогда батл роялями. И все-таки в текущей ситуации, хочешь не хочешь, а пришлось попробовать подобную игровую опцию. Учитывая проявляемый с моей стороны интерес к меха-играм, которых по онлайн-составляющей, хотя бы гибридно, раз в полтора и обчелся, и Mecha Break, как некоторые из вас знают, заинтересовал меня еще до первого бета-тестирования августа 2024 года, в котором я, между прочим, принимал самое что ни на есть активное участие, и даже публиковал 4 полноценных ролика для своего канала. По результатам беты мы разбирали PvP режим 6 на 6, где имели удовольствие бороться за захват точек, их активацию и сбор кодов запуска. Все игровые форматы проходили на вполне себе интересно и во многом удачно задизайненных локациях, именно под такого рода геймплей. В управление нам вручались 13 мехов, разделенных на классы по весовым категориям, и, что характерно, почти каждый мех нес в себе предпочитаемую, но не обязательную совместимость модульных паттернов. По состоянию на текущий ивент особенно ничего не поменялось, у нас все так же 13 мехов, карты, режимы, игровые механики, даже интерфейс нисколечки не поменялся. Ну а вот режимы 3 на 3 и Meshmak присутствуют впервые. Я так понимаю, игровой формат 3 на 3 это арена асов. И на данный момент мне недостает аж целых 6 уровней. Я сейчас нахожусь на 10-м левеле, хотя отыграл несколько десятков матчей. Как в операции Лассо, это режим 6 на 6, и несмотря на все перечисленное, доступа к арене асов так и не получил. И это очень странно, как мне кажется. Вводить такую затянутую прокачку, тем более на стадии ознакомления с практически итоговым продуктом, это довольно неуместно. Не говоря уже об очень длинном и не во всех аспектах интересном обучении. Shield to stun inside enemy and perfect block. Use complex shield to block frontal attacks. Давайте перейдем к обсуждению PvPvE режима Meshmak. Я отыграл около пару десятков каток, примерно понял ключевые аспекты этого игрового формата и могу с уверенностью заявить, что я вообще не уверен, какой именно персональный вердикт мне стоит резюмировать. В первый день я очень сильно плевался, на второй мне показалось, что начал привыкать, в третий и последующие дни даже начал получать некое удовольствие. Так вот, базовая реализация экстракшн режима с эвакуацией, я считаю, вполне себе безболезненно интегрирована в эту новую вселенную и, так сказать, работы разрабам предстоит еще очень много. Потому что это не просто демка перед релизом, это буквально, ну условно, демка на несколько сезонов, которых уже запланировано и, насколько я осведомлен, объявлено наперед целых 3. В нашем распоряжении просто громаднейшая мапа на 200 квадратных километров, напичканная точками интереса, где будет разворачиваться наша основная деятельность. В первые несколько минут после высадки, а именно нам предстоит файтиться с обычными статистами в лице мелких роботов, мехов, невероятно большим количеством турелей мини-боссов и даже целых водных фрегатов.
Все перечисленные противники особо из себя ничего не представляют, но по ходу будут высаживаться особые враги, которые бьют немного больнее, более сосредоточены в преследовании и при потере здоровья могут войти во вторую фазу, например, в фазу ближнего боя. Играя с тимой общей численностью в 3 игрока, вы спокойно зачистите первый опорный пункт, нафармите несколько сотен очков режима, стандартного лута, сможете проследовать к первой точке эвакуации, к точке А. Онная через какое-то время образуется на карте. Если ее активировал реальный противник, то она исчезает, и далее появляется следующая вкупе с расширяющимся штормом. Вот на этих самых пунктах эвакуации или в радиусе десятка километров от них происходят уже по-настоящему потные файты с реальными игроками, которые, как правило, первое время занимаются тем же самым, что и вы – аннигиляцией над ботами, но об этом позже. В режиме мышмак ввели дополнительные элементы, наверное, характерные для данного игрового формата, а именно, нам изначально доступны базовые маяки обслуживания, то есть лечилки, маяки призыва для возвращения павших товарищей, маяк большой ракеты для отправки на базу до 3 единиц захабаренного лута на случай, если вас порешат, не доходя до пункта эвакуации, и, наверное, ключевой маяк воздушной поставки оружия, который позволит взять дополнительно до 2 единиц любых ганов, начиная от снайперок, пулеметов, тяжелых гаубиц и заканчивая ручными щитами, оружием ближнего боя. Дополнительным оружием вы сможете снарядить любого меха, что в дальнейшем позволит вам быстро переключаться между стандартным набором для каждой махины и дополнительным. Например, если скорострельность вашего меха слишком низкая или дальность оружия так себе, то в любой ситуации можно перейти на допы и вывести баттл в свою пользу. В дальнейшем вам будет доступен крафт разных позиций, там, например, маяков приманок, сканеров, оружия и даже глайдеров. За последние, если честно, в полной мере не оценил, они открываются только на 8-м левеле. Я лишь успел открыть глайдер усиления 1-го уровня, стреляющий разрывными ракетами, что по скорострелу и урону, если честно, ну не очень. Но все глайдеры по мере игры улучшаются через прокачку. Посредством залутанных деталей возможно создать как эффективный киллогенератор, так и машину поддержки снайперским огнем и даже таран ближнего боя. Главная проблема глайдеров на начальном уровне – это мобильность в аспекте ускорения. С такими темпами мы становимся легкой мишенью и притом максимально приметной, что в текущих условиях крайне нежелательно. Вообще, доп. Оружие, глайдеры и другой по мере открываемый контент – это путь для огромной вариации в билдостроении, которые на 100% сведут изначальные проблемы баланса на нет, само собой породив бесчисленное количество новых. Но это уже совсем другая история. В общем, разного рода позиций в этом PvPvE режиме уже сейчас предостаточно. Но есть одна проблема, которая порушит впечатление довольно большому числу игроков. Проблема заключается в балансе. Надо же, кто бы мог подумать, кто бы сомневался. Да, в игре не очень интересная борьба с ботами. Да, наполнение огромной карты – это некое подобие копипасты и не самого выдающегося дизайна. Пустых зон здесь также хватает. В некоторых местах мы можем встретить огромных боссов, которых мы все проходили в обучении, но, как вы уже знаете, ковырять их долго, и подобные файты привлекают вражеских пилотов, то есть других реальных игроков. И битва с тупым боссом оборачивается в файт с вражеским сквадом.
который может обойтись очень дорого, тем более если нападения никто из вас не ожидал. Возвращаясь к балансу. Проблема в мехах режима PvP. Большая часть из них заточена под средние арены мапы. И то, что работает на них, несколько иначе реализуется в формате огромной карты на 200 км квадратов. В первые 10-20 рейдов и скорее всего больше вы это будете заметно ощущать. Помню, как только зашел в этот режим, я осмелился брать таких мехов как Hurricane, Трицера и Элиснес. Вполне себе востребованные экземпляры в PvP формате, но здесь они, кстати, также широко востребованы, но среди начинающих, и дохнут в 80-90% случаев самыми первыми. Их базовое вооружение имеет малую дальность поражения, урон на единицу снаряда и в некоторых случаях скорострельность. Даже если вы скрафтили хорошее оружие и набили карманы эпичными модулями, все равно лишний вес. А именно медлительность подобных мехов на рывки, скорость и продолжительность полета, общий запас энергии и широкий хитбокс, что иногда даже в этой игре помеха. Все это делает данных мехов несколько непригодными для такой огромной карты, где небеса принадлежат неуловимым фальконам и скайрейдерам, а горы в десятках километрах от вас служат великолепными позициями для снайперских наруками с опциями маскировки и создания фейковых копий. Какой бы тащер вы не были в PvP режимах, и насколько бы у вас не был отлаженный сквад, вышеперечисленные мехи будут обладать базовыми преимуществами абсолютно во всех аспектах. Особенно на начальных этапах игры, когда у вас нет дополнительного контента с нормальной прокачкой. Ну а если игроки фальконов, скайрейдеров и наруками являются задротами и не дай боже числятся как сыгранный сквад, то итог любого файта против неистребителей и не наруками. Да, и не забывайте, мета-мехи также могут прокачиваться и заниматься билдостроением, и финальные тактики этих монстров могут быть скомбинированы самым невероятным образом. Продолжаю тестировать демку Mecha Break. Это было мое первое поверхностное мнение на новый PvPvE режим Meshmag. Впереди игровые форматы 6х6 и 3х3. Следите за этим каналом, и когда-нибудь это все закончится.